Всем привет! Я Марина и с вами школа Сакрамел. Керамика или твердосплав? Твердосплав или керамика? Какой же насадкой лучше всего и быстрее снять покрытие? И вообще, как правильно снимать гель-лак при помощи аппарата? Задаете себе эти вопросы? Я готова на них ответить. Смотрите видео до конца и подписывайтесь на канал. Поехали! В первую очередь насадку я выбираю по форме. Я предпочитаю форму конус или форму кукуруза. Благодаря тонкому носику у нас будет возможность снять полностью покрытие вокруг боковых валиков, не повредив их. Следующее, с чем мне стоит определиться, это абразив насадки и ее жесткость. Если вы только учитесь снимать гель-лак, я рекомендую выбирать насадки с желтой или красной насечкой. Если уже имеете опыт снятия, тогда выбирайте синюю или зеленую насечку. Черный цвет подойдет же очень опытным мастерам, либо для снятия искусственных ногтей, не для гель-лака. Если все-таки делать выбор между керамикой и твердосплавом, то стоит знать, что у керамики ножи, режущие полотна, более тонкие, если на них посмотреть под микроскопом. Соответственно, она будет куда глубже снимать покрытие гель-лак, в отличие от твердосплава. Поэтому, если вы только начинаете снимать гель-лак аппаратом, я бы рекомендовала начать с твердосплавной насадки и затем уже, научившись, переходить на керамическую. Хочу вам на практике показать, как эти насадки работают, и начнем мы с вами со схемы снятия гель-лака фрезой. Хочу вам показать схему снятия гель-лака. Натуральную ногтевую пластину мы делим на несколько зон. Первая зона – это центральная часть ногтя. В ней мы насадку располагаем вот так и выполняем счищающее движение вниз. Вторая зона. Размещаем насадку по диагонали и выполняем скругляющее движение к центру. Это движение нам необходимо для того, чтобы случайно не сбить кончик, то есть для того, чтобы он не стал более округлым, а оставался квадратным. И третья зона, в которой насадку мы располагаем вот так. И идем небольшими поступательными движениями против часовой стрелки. Мы всегда работаем на максимальных оборотах в положении форвард по часовой стрелке. Первая зона, вторая по диагонали к центру и третья небольшими поступательными движениями против часовой стрелки. Теперь, следуя схеме, предлагаю приступить к практике на модели и уже посмотреть, как будет эффективно снимать та или иная насадка. Вот ноготки моей модели, то, с чем она пришла. Сейчас я отмечу маркером зоны снятия гель-лака. Снятие всегда выполняю на максимальных оборотах, неважно какой у вас аппарат. То есть это 30-35 тысяч оборотов в положении форвард по часовой стрелке. Необходимо соблюдать равномерное давление на ноготь, для того, чтобы не было борозд и ямок, которые впоследствии вам будут тяжелее выравнивать. Уберу сразу же длину свободного края, а снимать гель-лак буду до тонкого слоя базы. Если база у вас не отслаивается и стоит хорошо, то мы ее оставляем. Если же есть отслойки, то их убираем сразу при помощи аппарата. Беру пальчик модели, обязательно делаю упор мизинцем правой руки и на максимальных оборотах убираю длину свободного края настолько, насколько мне это необходимо. Перехожу к первой зоне, насадку ставлю вот так, выполняю длинные равномерные движения. Слева работаю кончиком насадки, в центральной части средней частью насадки. На второй зоне ставлю насадку по диагонали, снимаю к центру. После этого делаю верхний захват, палец модели кладу на бочок и небольшими поступательными движениями прохожусь против часовой стрелки. Будьте очень внимательны, соблюдайте верный угол. Если поднять насадку очень высоко на носик, то возможны пропилы. И в завершении скругляющими движениями справа налево выглаживаю поверхность, чтобы она была равномерной, без бугорков.
Вот что у нас получилось. Следующий ноготок я сниму при помощи керамической насадки. Работаю по тому же принципу. Убираю длину свободного края. Слева работаю кончиком насадки, центральной частью середины насадки. Вторая зона по диагонали к центру. Третья зона, верхний захват, пальчик на бочок и небольшими поступательными движениями удаляю гель-лак в области у кутикулы. В завершение выполняю скругляющее движение по поверхности, чтобы ее выровнять. Как вы можете увидеть, насадка быстро справилась со снятием гель-лака. Эффективность не отличается от предыдущей твердосплавной насадки. Если клиент чувствует неприятные ощущения во время снятия, жжения, это говорит о том, что вы долго задержитесь на одном месте, либо оказываете сильное давление насадкой. Опять так же. Еще несколько причин нагревания поверхности – это забитая фреза, например, предыдущий гель-лак плохо просох или неверно подобранный абразив. Если ваш клиент очень чувствительный, возьмите насадку с меньшим абразивом. Мы выполнили снятие гель-лака достаточно быстро до тонкого слоя базы. Если у клиента не было выравнивания ногтевой пластины, то возьмите насадку с меньшим абразивом и работайте крайне аккуратно. Как вы могли увидеть, обе насадки одинаково эффективно справились со снятием гель-лака. Поэтому хочу развеять миф, что одна фреза лучше другой. Здесь выбор остается за вами. Мы рассмотрели с вами, как снять покрытие при помощи аппарата. Я уверена, что, придерживаясь данной техники, вы сможете быстро и эффективно удалить гель-лак, не пропиливая натуральные ногти. Поставьте пальчик вверх, если информация была для вас полезна. Желаю всем успехов в работе. Пока-пока!